Привет, друзья, любители геометрии. Очень красивая задача, ну, просто ураган. Дан квадрат ABCD со стороной 8, и его перегнули по прямой КМ, так что вершинка С попала в середину С1 стороны АД, ну, а Б попала в Б1. И вот требуется найти площадь этой перегнутой желтой части. Попробуйте сами решить эту задачу. Ну, а я начинаю. Итак, внимание. Прежде чем показать мое решение, хочу попросить тех, кому нравится контент, но он не подписан на наш канал, учитывая, что уже много лет ни на Ютубе, ни на Дзене у нас нет монетизации, мы работаем без донатов, то я хотел бы, чтобы вы тоже были честными со мной. Итак, BC равно 8, и требуется найти площадь S1 этой желтой части. Что собой представляет желтая часть? Угол С прямой, значит С1 прямой, Б прямой, Б1 прямой. Да, это прямоугольная трапеция. Все. А чтобы найти площадь, нужно найти основание и высоту. Ну, высота понятна. B 1С1 это BC, это 8. Все, приступаем к нахождению оснований. Очень быстро. Напишите, темп вас устраивает или нет. Нужно быстрее или медленнее, или все норм. Итак, MDX. Тогда CM будет 8 минус X. Вся сторона CD 8. 8 минус X. Но MC1 равно MC. Верно? Это результат перегиба. Тогда MC1 будет тоже 8 минус x. Ну и C1D, это же половина стороны квадрата, C1 середина. Теперь для прямоугольного треугольника C1DM можно записать теорему Пифагора. Мы получим x в квадрате плюс 4 в квадрате равно 8 минус x в квадрате. Пишу тонким, но стараюсь крупно. Напишите, шрифт подходит или нет, или нужно более жирный делать. Плюс х в квадрате, мы это взаимно уничтожим. 16х равно 48. Вот чудо. Х равно 3. Невероятно. Замечательный результат. Кто бы мог подумать. Итак, х равно 3. 3, 4. Получается 3, 4, 5. Ваш любимый. Итак, нижнее основание С1М нашей трапеции 5. Нужно искать верхнее. Ну что дальше? Как мы будем искать это верхнее основание? С1 это 4. Обозначу БК или Б1К. Ну, буквой Y. Вот это Y будет. БК и Б1К это Y. Здесь добавлю штриховую, скажу, что АК отрезок будет равен 8 минус Y. Надеюсь, все это понимают. Ну и что? И что теперь? Непонятно. Нужно сделать какое-то дополнительное построение. И вот здесь нужно догадаться провести КС и КС1. Как только мы это проведем, у нас возникнет два прямоугольных треугольника. Каких? КБС, КБС и КАС1. Вот. И мы можем выразить эту гипотенузу КС и КС1, которые равны между собой, но через катеты этих треугольников. Итак, я запишу очень важное. КС равно КС1, равны эти гипотенузы, равны их квадраты. Значит, y в квадрате, это из треугольника КБС плюс 8 в квадрате, будет равно 8 минус y в квадрате. 8 минус y в квадрате. Это из треугольника КАС1 плюс 4 в квадрате. Мне кажется, здесь все понятно. Если нет, немножко поставьте на паузу, разберитесь. Если вы, к примеру, школьник и не успеваете в таком темпе за нами, можно скорость уменьшить. Здесь взаимное уничтожение. Получается 16y равно 16. И, о чудо, y равен единице. Представляете, как здорово, как интересно. Задача уже решена. Но я хочу, чтобы вы подумали, почему это x плюс y равно 4. То есть половине длины стороны квадрата. Это случайно или нет? Может, это можно получить каким-то другим путем, а я заканчиваю решение нашей задачи. Итак, y, которая bk и которая b1k, равно единице.
С1М равно 5. Высота B1C1, которая BC, равна 8. Ну все, теперь площадь S1 нашей трапеции можно найти по формуле А плюс Б пополам на H. Это будет 5 плюс 1 пополам на 8, это 24. Это есть ответ на вопрос задачи. Ответ 24. Я не хочу вас отпускать. Посмотрите, S1 относится к S, то есть перегнутая часть, это 24 по площади, а площадь всего ведь квадрата, 8 в квадрате, 64. Делим на 8, получается 3 к 8. Оказывается, ну, при любой длине квадрата отношение площадей одно и то же. Ну и в качестве домашней задачи я хочу вам дать шикарную одну вещь. Для школьников и учителей я скажу, что являюсь автором учебников по геометрии, много лет занимался с олимпиадниками и почти 30 лет читаю лекции учителям о методике обучения школьников математики и методах решения задач элементарной математики. Поэтому, думаю, кое-что полезное в моих роликах вы все-таки для себя найдете. Итак, зная длину стороны квадрата, которая 8, требуется найти CH, расстояние от вершины С до прямой B1C1. Вот CH, как только вы найдете, вы удивитесь и получите большое удовольствие. А я рад, что вы были на канале, досмотрели до конца. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.